Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 27 декабря, киевское время, 18 часов. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и нанес 44 огневых удара реактивными системами залпового огня. Авиация за прошедшие сутки не применялась со стороны врага. Одновременно подразделения сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовская, Стельмаховка в Луганской области, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация существенно не изменилась. Враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы Украины. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Сиверском и Слобожанском направлениях ведутся обстрелы нашей территории. Пострадала Сумская и Харьковская область, населенные пункты в этих областях. На Купянском и Лиманском направлениях продолжаются позиционные бои. К юго-западу от Кременной в районе Площанки. Это, видите, там ни о каком захвате там или сдаче со стороны российских войск Кременной речи не идет. Вот всегда надо ориентироваться на официальные источники информации. Там идут ожесточенные бои, позиционные, в основном за кварталы лесопосадки, которые находятся в районе самой Кременной. Так что вот такая вот там сейчас обстановка. На Бахмутском направлении тоже продолжаются бои на стыке Бахмутского и Солидара. Вот там активизация боевых действий. В принципе, на самом направлении тоже очень большая активизация, вплоть до применения бронетанковой техники. И усиление наступательных действий со стороны российских войск. Враг, атакуя из района Терекона, хочет выдавить наши силы из остатков села Бахмутское. Именно из остатков. Это то, что там осталось от этого села. Продолжаются бои за Опросное и Клещиевку. Враг пытается развить успех в районе Свалки, но неудачно. Так будет правильнее сказать. То есть нигде фронт никуда не сдвинулся, стоит на месте, но натиск со стороны врага он увеличился по количеству атак, по численности и по применению тяжелой бронетехники. Авдеевское направление. Враг продолжает штурмовать центр Марьинки, применяя артиллерию и танки. То есть Марьинку тоже подтянули танки и продолжает работать артиллерия. И бои продолжаются за центр города. То есть тоже изменений за прошедшие сутки никаких не произошло. Новопавловское, Запорожское направление. Здесь обстрелы, позиционные бои. Никто ни в какие атаки никуда не ходит. Линия фронта стабильная. Идут обмены артиллерийскими ударами и позиционные перестрелки. Херсонское направление. Там тоже ситуация без изменений. Российская артиллерия пытается обстреливать правый берег на всю глубину досягаемости. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с российской артиллерией. Задавали вопрос, сразу скажу, что почему хаймарсами там не бьем по нашей артиллерии. Во-первых, по российской артиллерии. Во-первых, хаймарсов очень мало, это раз. И второе, неэффективно накрытие артиллерийских подразделений именно такими реактивными системами залпового огня. Объясню почему. Потому что если вы применяете высокоточный боеприпас, вы попадаете в одно орудие или в одну самоходную установку. Одну. Там может работать, задачу, как правило, выполняет взвод или батарея. Это 3 или 6 пусковых установок.
Это если высокоточный боеприпас. То есть один снаряд, одна пусковая установка. Нам этих боеприпасов дают не так уже много. Вот. Поэтому тут вопрос еще о целесообразности их применения. А если просто обычными боеприпасами, невысокоточными, тогда надо ложить целый пакет. Чтобы подавить, потому что, допустим, если это САУ, такая как 2 из 19, там противоосколочная броня. Без прямого попадания в самоходку, надо очень близко попасть возле самоходки для того, чтобы она получила повреждения. Вот. А если, допустим, просто на огневой позиции легло там 6 снарядов Хаймарс, вот у него в пакете 6 снарядов, то самоходки могут и не получить повреждения. Противоосколочная броня может просто выдержать. И они спокойно уедут с огневой позиции. Вот именно поэтому прошу прощения. Именно поэтому для подавления артиллерии, для контрбатарейной борьбы используется именно ствольная артиллерия. Итак, 25 декабря наши бойцы нанесли удар по сосредоточению российских войск в районе Новобелозерки Васильковского района Запорожской области. Потери врага оцениваются до 100 солдат убитыми и ранеными. Среди них 15 сотрудников ФСБ РФ. Да, не удивляйтесь, они на оккупированной территории подтягивают Росгвардию, подтягивают сотрудников ФСБ, которые начинают формировать уже коллаборантские местные власти из числа коллаборантов, сепаратистов и других маргинально настроенных элементов. Поэтому чем дальше, тем больше мы будем встречать там таких представителей, в том числе и среди погибших, раненых или попавших в плен. В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по району, где сосредотачивались оккупанты. При этом подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы противника. В Черном море на боевом дежурстве находится до 10 вражеских кораблей. И об этом нам сообщает штаб военно-морских сил Украины. Но носителей ракет «Калибр» среди этих 10 кораблей всего лишь 3. Общий залп этих носителей может составить до 16 ракет. Я так понимаю, что мы сегодня еще будем об этом опять говорить, что удар по аэродрому Энгельс-2, условное у него название, я думаю, что это был упреждающий удар, и мы просто опередили российское командование в плане нанесения массированного ракетного удара. Сейчас там ситуация очень сложная, аэродром не функционирует, оттуда выведено порядка 10 самолетов, 3 из них Ту-160 и оценивается 5-8 самолетов Ту-95. Они выведены дальше, туда, в сторону Урала, на аэродром Украинки. Видите, даже название так символически совпало, что на такой вот аэродром вывели. На самом аэродроме ведутся восстановительные работы. Информация ходит абсолютно разная. Из официальной мы знаем, что 3 человек погибло, 4 госпитализировано и поврежден пункт управления аэродромов. Это российская официальная информация. Из неофициальной российской информации мы знаем, что до 8 человек погибших, около 17 раненых. То есть вся дежурная смена управления полетов плюс технари, которые находились в районе стоянки. И еще говорят, что до 5 самолетов может быть повреждено в результате этого взрыва. Они стояли с подвешенными ракетами, поэтому взрыв был такой площадный, я бы сказал, на большой площади. Это видно даже на видео, как он взрывается довольно на большой площади. Так, с учетом того, что какое удаление аэродрома от самой камеры. Осталось ждать недолго. Я думаю, что уже завтра, скорее всего, появятся спутниковые снимки этого аэродрома с теми повреждениями, которые нанесли вот эти вот беспилотники, или что там прилетело, мы пока точно толком не знаем.
Украина официально никакого отношения к этим ударам не имеет. Мы никаких заявлений в отношении этих ударов не делали. Итак, на этом военные новости нашего сегодняшнего дня будем считать законченными. И немножко о военно-политических новостях. Они немножко разношерстные сегодня, их много. И начать хочу с такого хорошего объявления. Это то, что Национальный банк Украины создал систему банковскую, создал резервную банковскую систему. Я бы так это назвал. Называется она Power Banking. Туда вошли уже 14 ведущих банков Украины. В чем смысл этой системы? Смысл этой системы — это все банки, которые имеют альтернативные источники питания, гарантированные альтернативные источники питания. То есть в случае вырубания света это отделение банка и сервер этого отделения переходят на автономное питание. И соответственно они остаются в системе. В этих банках можно снимать деньги, наличные деньги с карточек любых банков Украины. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то Национальный банк отменил сейчас процент. Раньше был процент отменен для снятия в государственном, в привате, с карточек других банков. Но и вот здесь, когда нет света и вы снимаете через вот эти отделения Powerbank, я думаю, что здесь то же самое, процента не будет. Так что вот такая вот система заработала в Украине. Сегодня, кстати, пришло сообщение, что Ощадбанк присоединился к этой системе. А в нем очень много вкладчиков или людей, которые его используют среди украинцев. Итак, обстановка в мире начинает немного накаляться. Немного, это легко сказано. У нас появляются горячие точки. Кроме Тайваня на востоке, знаете, да, китайская авиация, около 70 самолетов вошли. Они не нарушили воздушное пространство, тоже немножко манипулируют мировые средства массовой информации, что вот нарушили. Тайвань поднял авиацию, Тайвань привел свои войска в высшую степень боевой готовности, но они не вошли в воздушное пространство Тайваня, они вошли в зону действия ПВО Тайваня. А ПВО мы знаем, что как построение системы ПВО говорит нам о том, что, как правило, на 50% ПВО должно выходить за границы воздушного пространства, для того, чтобы иметь возможность сбивать цели на подлете к воздушному пространству страны или государства, или там закрытой зоны. Поэтому они в очередной раз, я скажу так, Китай совершил такую крупную провокацию, но тем не менее, видите, как Китай осторожно действует. Китайская авиация не вошла в зону, точнее, в воздушное пространство именно Тайваня. Она вошла в зону действия ПВО Тайваня. Далее, опять же, Дальний Восток. Северная Корея проснулась. И если раньше Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи сегодняшний, если он раньше там размахивал ядерной дубиной и пускал ракеты во все стороны, особенно в акваторию, в сторону Японии, и убеждая весь мир, что его ракеты уже могут долететь до Соединенных Штатов, он вдруг решил организовать атаку дронов на Южную Корею. Тут есть и положительные, и отрицательные моменты. Отрицательный момент состоит в том, что, как оказалось, Южная Корея, на которую мы смотрели, что у нее там и танки современные, кстати, Польша покупает К2 их танк, и авиация у них современная, у них есть и F-22, и F-16, и системы ПВО у них современные, тем более, что Соединенные Штаты им помогли системами ПВО. Помните все такие впечатляющие кадры, когда вертолетами поднимали на крыши небоскребов зенитные расчеты систем ПВО. А вот оказалось, что боевой опыт имеет огромное значение. Просто огромное значение. 5 дронов было запущено из Северной Кореи. Все дроны пересекли воздушное пространство. И один из них даже долетел до Сеула, до столицы Южной Кореи. Что только Южная Корея не делала, и систему ПВО применяла,
и подняла истребители в воздух. Даже были подняты, это, кстати, ответ на вопрос, если брать эти самые поршневые самолеты, чтобы они на одной примерно скорости с дронами летали, их уничтожали. Так вот, они подняли южнокорейский штурмовик К-1. Ну, он не один был поднят, штурмовую авиацию с поршневыми двигателями. Он один потеряли самолет. Самолет разбился, экипаж, правда, успел, слава богу, катапультироваться. Так что видите, что такое боевой опыт. Не имея боевого опыта, Южная Корея оказалась не готовой к отражению дроновой атаки со стороны Северной Кореи. Но я не думаю, что Ким Чен Ын настолько глуп, что он сам решил вдруг, это можно считать вооруженным инцидентом. И это можно, в результате этой атаки можно было начать боевые действия. Поэтому я не думаю, что он сам стал таким смелым и решил вдруг проверить готовность. Я думаю, что здесь надо искать того, кому выгодна такая атака со стороны Северной Кореи. Понимая, что Северная Корея сама не самостоятельное государство, а полностью на дотации Китая. И там иногда проявляется влияние Российской Федерации. Так что вполне может быть, что это была заказная провокация со стороны Северной Кореи. Заказчиками могли выступить две страны. Либо Китай непрямым действием, либо Российская Федерация, которая тоже сейчас просит военной помощи от Кореи. Обоим выгодно. Особенно Россия. Россия не знает, как отвлечь мировое сообщество, отвлечь Соединенные Штаты и вот эти 50 стран в формате Рамштайн от войны в Украине и получить оперативную паузу для подготовки своей армии для следующего наступления. Казахстан сделал сегодня очень хорошее заявление, на мой взгляд. Кстати, саммит там должен заканчиваться 26-27. Сегодня заканчивается саммит. Ну, скажу так, что саммит стран СНГ, он неформальный, как объявила его Российская Федерация. Ну, и я бы его оценил как провальный. Провальный почему? Потому что ни о чем не договорились. Договорились дальше договариваться. И есть неофициальная пока еще информация, что лидер Армении Никола Пашинян поставил Путину жесткий ультиматум в плане обеспечения безопасности Армении и помощи России со стороны, как по обязательствам в ОДКБ, со стороны помощи, военной помощи со стороны России в противостоянии с Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха. Там не столько Нагорный Карабах, сколько Лачинский коридор. Он сейчас перекрыт. Азербайджан тоже поставил ультиматум, перекрыл Лачинский коридор и сказал, что пока не будут разоружены все до единого на территории Карабаха, никакого, а русские это обещали и под этим подписались. Так что вот такая вот ситуация. Так вот, Казахстан сделал такое заявление в лице главы Министерства иностранных дел Казахстана. Он заявил, что Казахстан не присоединился к санкциям против России, но помогать России обходить эти санкции тоже не будет. Фактически Казахстан занял такую же позицию, как и Китай. Китайский МИД сказал буквально позавчера, что Россия своей войной поставила Китай в очень неудобное положение, когда ему надо делать выбор между двумя своими друзьями, то есть Украиной и Россией. И что российское вторжение очень плохо отразилось на внешних связях Китая. И Китай бы хотел увидеть окончание этой войны в конкретной дате от Российской Федерации. Так что вот такие вот события на саммите и в некоторых странах ее участницах. Ну и еще несколько новостей. Это опять же горячая точка, теперь переносимся в Европу. Балканы. Балканы это в принципе самое неспокойное. Если так немножко углубиться в историю, то в общем-то обе мировые войны, первая и вторая, начались где-то там в районе Балкан. Вот. Не хотелось бы, конечно, никаких проводить аналогий в этом случае, но тем не менее сейчас вокруг Косово назревает довольно серьезное противостояние, и Сербия опять же
подогреваемая в том числе и со стороны Российской Федерации, привела свою вооруженные силы в высшую степень боевой готовности, подтягивает войска к границе Косово. Хотят провести силовую операцию. Лидеры Франции, Италии, Германии, Великобритании и, по-моему, Голландии выдвинули ультиматум президенту Сербии, чтобы армия была возвращена в казармы и никакого силового варианта не применялось. Но на пока и поступает различная информация, в том числе и то, что, допустим, армия Сербии перебрасывает артиллерию, гаубицы 155 мм и контингент военной полиции к пропускному пункту Ярине. Об этом сообщает телеканал Н1. Так что там тоже неизвестно, чем закончится, но на пока Европа пытается гасить всеми силами. А сербы получили полное одобрение со стороны Российской Федерации, что те их поддержат. Но если они еще верят России, то тогда может быть, в чем я очень сильно сомневаюсь, у сербов, конечно, может быть, найдется решимость на какой-то выстрел в этом противостоянии. Но если будет первый выстрел, вы же понимаете, что дальше может пойти. Уже будет неважно. Через полчаса, если начнется стрельба, уже все забудут, кто первый выстрелил. Может начаться просто вооруженное противостояние. И телеграм-каналы балканских стран пишут, что ситуация на сербско-косовской границе может обостриться в ближайшее время, причем очень и очень серьезно. Украина тоже наступает на дипломатическом фронте. Не только мы боремся с российской оккупацией на линии фронта в самой Украине, но и на дипломатическом фронте мы начали наступление. Кроме того, что я говорил, что мы официально подняли вопрос о членстве, о правомочности членства России в Совбезе ООН. И теперь уже ООН просто обязана, они не могут это проигнорировать, они обязаны дать официальный ответ, обосновав или показав документы, на основании которых Россия находится в Совете Безопасности ООН. Если таковых нету, а их многие эксперты и юристы уверены, что таковых документов просто нету, что Россия просто самовольно занимает место Советского Союза, то тогда России придется пройти процедуру, как это делал Китай. Китай проходил эту процедуру 20 лет. Около 20 лет. Вот. Так что посмотрим, как здесь будут развиваться события. Но Украина выступила еще с одной инициативой. Вот эта формула мира, которую излагал президент Зеленский, о которой я вам рассказывал. К сожалению, она до сих пор не опубликована. Но предположительно в этой формуле вот те 10 пунктов, которые объявлял президент Зеленский еще несколько недель назад, формула мира, начиная с полного вывода российских войск с территории Украины, включая в границы 1991 года, естественно, включая Крым, и заканчивая гарантиями безопасности не только для Украины, но и для всех стран от возникновения таких оккупационных войн. Я бы сказал, со стороны недружественных соседей. Это касается не только России, но любой другой страны. Так вот, Украина рассчитывает, что мы выступили с предложением, наша страна выступила с предложением провести в конце января вот такой саммит по формуле мира на базе Организации Объединенных Наций. В роли посредника, ООН должна выступить в роли посредника, до конца февраля. До конца февраля, не января, а февраля провести такой саммит для того, чтобы выработать какое-то мнение и попытаться разрешить в том числе и наше вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Об этом нам сообщил глава МИДа Украины, министр иностранных дел Украины Кулеба. Ну и на пасашок, очень тоже интересная новость. Отныне в Российской Федерации
смартфоны Apple будут работать либо некорректно, либо не будут работать вообще, от слова совсем. Apple ушла из Российской Федерации и запретила российским мобильным операторам адаптировать свои телефоны к сети LTE и к звонкам по Wi-Fi, которые работают в Российской Федерации. Так что у кого iPhone, он либо не будет некорректно работать, то есть не в полном объеме, и не сможет подключаться к этим сетям и их использовать, либо он не будет работать вообще. То есть на территории России. Так что, ну что ж, за что боролись, на то и напоролись. Теперь бегите, покупайте другие телефоны. Сдавайте Apple или оставляйте его до лучших времен. Но сегодня эти телефоны работать не будут. Вот такие вот военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нее. Я по традиции сделаю, на этом мы первый блок нашего видео заканчиваем. Я по традиции сделаю паузу. Кто еще не подписан, приглашаю, подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк этому видео, если оно вам нравится. Через некоторое время мы с вами продолжим. Ну, а продолжим мы, как обычно, это ответы на ваши вопросы, которые вы поставили, которые вы, точнее, задали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Хотелось бы знать, в 2023 году по версии генерала Буданова война закончится, или это предположение наших военных? Ну, Буданов, он начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это человек, который знает больше всех. Я всегда так шучу. Это, конечно, шутка, но тем не менее. Он глава военной разведки Украины. Поэтому, если этот человек говорит, что в 2023 году война закончится, поверьте, у него есть основания для того, чтобы так говорить. Никто не говорит, что это будет 100%. Потому что сегодня 100% гарантии вам не даст никто. Но тем не менее, его слова внушают оптимизм. И вероятность того, что они осуществлятся, довольно высокая на сегодняшний день. Вопрос. Знаю, что военные летчики, а также операторы танков и просто солдаты современной армии зачастую проходят подготовку на специальных компьютерных тренажерах-симуляторах с 3D погружением. Дорого ли стоит такое оборудование, насколько оно экономит, учитывая его дороговизну, финансовые и материальные ресурсы относительно практических тренировок на реальной технике? Какова практическая эффективность таких тренажеров? Скажу так, что сегодня тренажеры составляют, наверное, больше 50% времени подготовки экипажей и специалистов. Один тренажер дорого. Но поверьте, когда на этом тренажере работает 100 человек, это уже недорого. А когда 100 человек надо посадить в танк, и каждому надо этот танк завести, и совершить какой-то на нем маневр, то моторесурс танка стоит намного дороже, чем тренажер, стоимость которого разделяется с каждым новым обучающимся на этом тренажере. То есть себестоимость обучения она падает с каждым новым человеком. На танке она растет, на самолете она растет, потому что расход моторесурса, расход горюче-смазочных материалов и так далее. И плюс еще техническое обслуживание, ремонт и так далее. Поэтому, да, есть тренажеры дорогие, есть очень дорогие, но симуляторы сегодня это первый этап, полностью основа подготовки любого специалиста. Потом уже на втором этапе после изучения материальной части он уже садится за рычаги на настоящую технику или за штурвал. И тогда уже начинает отрабатывать вопросы практически на технике на местности. Следующий вопрос. Смотрю на снайперов и понимаю, насколько большое количество знаний и тренировок нужно, чтобы подготовить опытного снайпера. Пара лет назад ВУЗ снайпер
И марксмен в Российской Федерации стали только для контрактников. Либо Путин боится, что рядовой Иван его снимет, как дичь на охоте. В западных армиях не знаю как. Имеет ли смысл переводить снайперов ввиду сложности данной специальности в отдельный род сухопутных войск и обучать только снайперскому делу, а боевому слаживанию с другими типами и родами войск уже потом. С уважением, ваш зритель из оккупированной фашистами России. Смотрите, у нас снайперские группы, они и так выделены у нас в отдельные, ну не род войск, а в отдельные подразделения. На базе сил специальных операций есть целые подразделения снайперов, которые делятся на снайперские группы и выходят на задания уже в составе снайперских групп на тех участках, на которых им будет определено. Просто структура мотопехотного отделения, она такова, что всегда должен быть солдат-снайпер. Но это не та подготовка снайпера, о которой вы здесь написали. Это, да, он проходит по системе подготовки снайперов, но он не является таким профессионалом высочайшего класса, как, допустим, снайпер сил специальных операций. Вот в этом как бы и вся разница между вот этими двумя снайперами. Но тем не менее, один со снайперской винтовкой, с оптикой должен присутствовать в мотопехотном отделении для того, чтобы поражать цели с наибольшей вероятностью. Так устроена организационно-штатная структура. Расскажите, пожалуйста, про тактический ядерный заряд «Ранец», разработанный еще в Советском Союзе. И может ли путиноидский режим использовать его для провокаций против Украины? Ну, давайте так. «Ранец» это когда-то была такая тенденция, когда начали делать язорт. Ядерный заряд ограниченного действия. То есть маленький ядерный заряд. Нужна была, в артиллерийских боеприпасах преуспели 0,4-0,8 килотонны. 0,4 килотонны самый маленький ядерный боеприпас, который, кстати, применяет артиллерия калибра 152 мм. Вот, он есть. И решили сделать ядерный боеприпас, который бы мог переносить 1 или 2 человека. И сделали весом 25 килограмм. Этот ядерный боеприпас называется «Ранец». Его переносит 1 человек. Это инженерный боеприпас. Таких ранцев было выпущено, они выпускались с 1967 по 1993 года. То есть даже по инерции Российская Федерация, уже став Российской Федерацией после развала Союза, еще 2 года выпускала, если считать 91 год окончания существования СССР, то еще 2 года выпускала эти ранцы. Всего было произведено около 250 изделий такого типа. Единственное, что вызывает сомнение, мощность его, максимальная мощность могла быть от 0,2 килотонны до 1 килотонны. И говорили, что в описаниях всегда говорилось, что заряд там термоядерный. Вот, он при меньших габаритах он намного мощнее, чем ядерный заряд. Но, как выяснилось впоследствии, заряд там, скорее всего, ядерный, не термоядерный. Вот. Ранец может устанавливать 1 человек. Он может подрываться либо с помощью устройства замедленного действия, то есть ставится таймер, и тот, кто его установил, уходит на безопасное расстояние. Либо у него есть система дистанционного управления у этого ранца, и она может быть подорвана с расстояния не более 40 километров. При таком заряде, я думаю, безопасное удаление может составлять 10-15 километров, не более, как при артиллерийском выстреле. Вот. По своим характеристикам больше напоминает ядерный заряд, но не термоядерный. Так что, и еще есть одна особенность, что его практически невозможно разминировать.
этот заряд. Если его установили, то разминировать его нельзя. Почему? Потому что у него есть акустические, сейсмические датчики, магнитные датчики, которые не дают возможности подобраться к нему и разминировать этот ядерный заряд. Может ли он и Россия их использовать? Теоретически да, может использовать. Но практически, я же вам объяснял, что все места хранения этих ядерных боезарядов, они все известны. И западные разведки внимательно следят за перемещением любого ядерного заряда. Будь то ранец, будь то артиллерийский боеприпас, будь то авиационная бомба или головная часть ракеты. Так что, я не думаю, что может быть какая-то неожиданность, так что западные разведки не будут об этом знать. Расскажите, а наши системы С-300 можно будет подключать в систему работы Patriot? Думаю, что да. На сегодняшний день, в принципе, С-300 работает в системе. Его можно включать в систему. Вопрос адаптации Patriot к нашей существующей системе. И, скорее всего, будет выглядеть именно адаптация Patriot. Потому что Patriot одна батарея, а у нас здесь несколько дивизионов, которые охраняют наше воздушное пространство и защищают его. Поэтому да, и Patriot предназначен для работы в системе, и С-300 предназначен для работы в системе. Главная задача совместить вот этот переходной или создать этот переходной мостик для того, чтобы Patriot мог работать в нашей системе ПВО страны. Думаю, что это решаемый вопрос, и он будет решен в ходе постановки вот этой батареи на боевое дежурство в Украине. Привет из Казахстана. Несколько вопросов. Российская Федерация уже какой месяц пытается захватить Бахмут. Но при этом они нападают только пехотой. Почему они не соберут силы в мощный бронетанковый кулак и не ударят? А нету уже. Нету сил, чтобы собрать мощный бронетанковый кулак. Вот они сейчас там в районе Бердянска, в районе Мелитополя, в районе Донецка. Они собирают резерв. И вот дают данные, двигается колонна бронетехники. Точнее, да, воинская колонна. И когда смотришь видео этой воинской колонны, там максимум 2-3 трала с техникой, то есть БМП или танк, или самоходка, а все остальное тентованные грузовики. А это значит, везут либо боеприпасы, либо личный состав. Нету уже у России той возможности, что они могли бы собрать, допустим, где Кантемировская там дивизия, где первая танковая армия, где они уже разгромлены, понимаете. Посмотрите на количество потерь. 3000 танков, больше 3000 танков. В боевом составе было 3,5. Так сколько этих танков осталось? Где можно собрать этот бронированный кулак? Все, время ушло. Бронированные кулаки Россия могла собирать в первые месяцы этой войны. Сегодня только вот пехотные клинья они могут собрать, сформировать и применять на линии фронта. Как вы думаете, на какие направления распределят 200 тысяч резерв, который собирается за Уралом? И смогут ли они еще собрать новую многотысячную группировку? Спасибо. Украина воюет и за Казахстан в том числе. Вот такой привет из Казахстана. Дело в том, что я думаю, что они 200 тысяч, может быть, они и наберут. Вопрос, с чем эти 200 тысяч приедут в Украину. Скорее всего, будут они распределяться между Белоруссией, на территории Белоруссии и на юго-западе Украины. Будут усиливать все направления фронта. Почему? Потому что на Запорожском, Луганском им надо создать мощную линию обороны, на Донецком они там задачи себе ставят, россияне сейчас, чтобы к Новому году захватить, тут осталось 4 дня, даже меньше, 3,5 до Нового года. Они хотят захватить всю Донецкую область. Поэтому, видите, резерв уже не успевает, чтобы помочь им захватить эту Донецкую область. И второй вопрос, посмотрим, на чем они приедут. Они приедут на тентованных грузовиках или на автобусах.
или они приедут на танках. Если на танках, то где они возьмут и какие это будут танки. Вот от этого будет все и зависеть. Тогда и поговорим с вами, когда они начнут прибывать там из-за Урала. Хотя, кстати, фраза прозвучала у генерала Залужного, но я нигде не встречал развединформации о том, что там, где именно за Уралом и в каком количестве готовится российский резерв. Мы знаем, что здесь вот эти там 240 тысяч они раскидали по Белоруссии, юго-запад Украины они раскидали. И частично еще находятся там в Белгородской области, в Ростовской, проходят подготовку, пытаются они доукомплектовать и сформировать. Вот. Но Московская область, там же тоже подготовка идет. Но что они из них комплектуют и что они будут формировать, это пока сказать очень сложно. Из-за отсутствия техники, которой необходимо будет укомплектовать эти части и подразделения. Никак не пойму, почему у населенных пунктов Украины в разных районах одни и те же названия. Это же создает много путаницы по самым разным управлениям. И вот, интересно, а для врага это создаст неудобства? Если да, то какие? Я вам даже больше скажу. Возьмите атлас Украины, откройте и посмотрите на алфавит наших населенных пунктов. Вы там найдете десятки одинаковых названий, особенно сел. Особенно. Но так исторически сложилось, что в соседних районах может быть два села с одинаковым названием. Создает ли это неудобство? Для тех, кто не знает, создает. Для тех, кто знает, не создает. Ну вот, в качестве яркого примера хочу сказать, что есть одна из версий, что вот эти военные преступники, Российская Федерация, отправив сюда экипаж Бука, они ошиблись в районе. Вот как раз они совершили якобы ошибку и приехали там в населенный пункт с таким же названием, но в другом месте. Понимаете, в другом районе. Соответственно, Бук был сориентирован не туда, неправильно, и в результате они по времени, эшелону и направлению, они грохнули самолет, и им оказался рейс MH17 Куала-Лумпур. Ну, я не знаю, насколько эта версия имеет право на жизнь, но тем не менее она есть, она ходит в интернет-пространстве, что они ошиблись населенным пунктом, в результате чего попали не в тот самолет. В любом случае, они как бы были на чужой территории, они были с военной техникой из состава вооруженных сил России, а это уже вооруженное вторжение. И вообще это воинское преступление стрелять по гражданским самолетам. За что их суд и осудил. Но тем не менее у нас такая проблема существует. А вообще посмотрите атлас, там можно просто проводить конкурс на название деревни, которая встречается чаще всего. Вот. Так что вот такая вот особенность есть у Украины. Расскажите, пожалуйста, о французских системах Кротал, гремучая змея, Кроталь. Если можно, в сравнении с советскими образцами и другими современными аналогами. Смотрите, я не думаю, что эта система, давайте так, что такое система Кроталь? Система Кроталь это ПВО, армейское ПВО ближнего радиуса действия. Дальность этой системы, максимальная дальность стрельбы ее составляет всего-навсего 10 километров. Высота до 6 километров поражения цели. Количество ракетно-пусковой установки 8 штук. Время реакции на появление цели составляет до 5 секунд. Ракеты сверхзвуковые, 2,6 маха летит ракета. Масса ракеты 73 килограмма. Вот такая вот. Но я не думаю сравнивать. Это примерно аналог, чтобы вы понимали, аналог Тунгуски, аналог, кстати, аналог Панцирь-С российского. Вот. У него ракетный канал. Единственное, что у француза нету артиллерийского канала. У него нет пушек. У него чисто ракетный канал, которым они сбивают летящие цели. Он довольно возрастной. Это принятие на вооружение 1971 год. Начало разработки 1964 год. Единственное, что он проходил модернизацию.
Вот, и даже участвовал в 2007 году, был представлен на парижском салоне, авиасалоне, знаете, да, в Ле Бурже проходит ежегодный авиасалон. И там этот комплекс Кроталь был представлен уже в модернизированном виде. Поэтому технологически он довольно распространенный в мире. Технологически он соответствует сегодняшним реалиям. То есть его внутренняя начинка, она электронная, там, компьютерная, и система наведения работает в режиме автомат. Видите, 5 секунд реакция, 5 секунд реакция на цель. Вот, но вообще он изначально вот разрабатывался еще в конце 60-х, и на вооружение был принят аж в 1971 году. Кстати, впоследствии к нему были сделаны модули, огневые модули, два варианта, которые предусматривали в составе этих модулей и 20-миллиметровую спаренную автоматическую пушку. Вот. Ну, это тогда получается что-то вроде как у Шилки. У Шилки 23 миллиметра пушка, она счетверенная, а здесь была спаренная 20-миллиметровая. Вот что такое. Поэтому характеристики примерно одинаковые. У наших тоже комплексов 10-12 километров по дальности и до 4-6 километров в высоту. Так что примерно да. Единственное, что он более высокотехнологичный в плане, если нам дадут более модернизированную версию. Подскажите, пожалуйста, после нашей победы возможен вариант, что мы с Российской Федерацией будем всю жизнь воевать только как Израиль с Палестиной? Да, абсолютно возможно. Это один из вариантов окончания этой войны. Что мы можем, мы, кстати, об этом говорили неоднократно, что выйдя на границы 1991 года, мы можем закончить активную фазу военных действий. Но да, мы можем оказаться в ситуации Израиля, когда враг будет постоянный, и сколько будет существовать два наших государства, столько и будет существовать противостояние между этими государствами. Поэтому вполне возможно, что мы можем оказаться в ситуации Израиля и его ближайших соседей, именно соседей, таких как Палестина, или сектор Газа, или там другие страны. Расскажите, как работает система «Железный купол». Ну, неоднократно говорили об этой системе, особенно говорили о ней весной, в конце весны, когда стоял реально вопрос, там дадут, не дадут, передавали, там вроде бы даже какую-то батарею в Соединенных Штатах нашли железного купола. Ну, давайте вкратце напомним. Железный купол — это тоже тактическая система ближнего радиуса, среднего радиуса действия, у него 70 километров. Дальность поражения цели, высота до 4 километров поражения цели. Вот. Одна батарея состоит из двух пусковых установок, в которой в каждой по 20 ракет. Время реакции там, по-моему, у нее вообще до 4, менее 5 секунд. На цель может работать в автоматическом режиме, может сбивать все, включая даже, есть вероятность того, что может сбивать реактивные снаряды, но снаряды артиллерийские нет, там слишком высокая скорость. Определяет траекторию полета снаряда, если снаряд идет вне зоны, траектория проходит снаряда, который летит вне зоны защиты комплекса «Железный купол», не тратит на него ракету. Если снаряд или цель летит и должна упасть в зоне, которую защищает «Железный купол», то тогда по нему выпускается противоракета для поражения этой цели. Израиль сделал себе эту штуку. Почему? Потому что постоянно обстреливали кустарным способом и ракеты, и применяли реактивные снаряды. Кустарным способом обстреливали территорию Израиля, особенно поселения
вдоль сектора Газа и на западном берегу реки Иордан. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, у них порядка 9 батарей, которые расставлены вдоль вот этих опасных направлений, и они занимаются исключительно перехватом всего, что летит в сторону Израиля с этих территорий. Показательно была вот атака, по-моему, несколько лет назад, когда была массированная атака со стороны палестинских территорий. И 90%, более 90% показал эффективность железный купол. Это при том, что они пытались положить эту систему, перенагрузив ее количеством целей, которые выпускались одновременно. Но он де-факто он справился, мне кажется, на отлично. Больше 90%, как для средства ПВО, это очень хорошее средство. Он недорогой, где-то 170 тысяч стоит пусковая, и, по-моему, 90 тысяч стоит одна ракета. Так что вот такая вот система железный купол. Кстати, вот здесь можно смело применять российскую терминологию, аналогов нет. По эффективности его применения на сегодняшний день действительно в мире, ни у одной страны мира нет аналогичных комплексов ПВО. Наши доблестные вооруженные силы Украины уничтожили более 100 тысяч российских солдат. Хотелось бы знать, как обстоят дела по очистке нашей территории от их трупов. И привлечен ли к этой проблеме Красный Крест. Ведь с приходом тепла может быть катастрофическая ситуация. Нам ведь не нужны заразные эпидемии. Смотрите, катастрофическая ситуация, она наступила еще летом. Это очень большая проблема. Почему? Потому что там, где мы освобождаем территорию, конечно же, мы убираем тела убитых солдат. Как своих, так и чужих. Чужие мы храним в рефрижераторных вагонах и по мере договоренности с российской стороной стараемся обменивать их. Но российская сторона не очень-то спешит забирать своих убитых. Но там, где идет позиционная война, вот сейчас, допустим, тот же Бахмут. Я вам объясню, там ситуация на грани экологической катастрофы. Почему? Потому что в летнее время, когда они убирались тела, они разлагались, их растаскивали дикие звери, поедали собаки. И трупный яд попадал в грунтовые воды, в верховодку. То есть то, что течет вот здесь по земле и у самой поверхности воды. Трупный запах распространялся, это была огромная проблема. Вплоть до того, что приходилось иногда стаскивать, в лучшем случае россияне убирали тела, когда уже негде было пройти, то в лучшем случае россияне убирали тела своих убитых солдат во враги. Искали какие-то ложбины, овраги и туда стаскивали эти тела и просто сваливали. Сейчас ситуация немного лучше, потому что холодно. Как бы там ни было, температура примерно как в холодильнике, от там плюс 5 до минус 5. Вот. И сейчас ситуация еще более-менее, будем так говорить, приемлемая. А вот весной, когда начнется оттепель, опять мы вернемся к ситуации, когда будет вот такое массовое отравление территории вот этими трупными ядами, трупными запахами и так далее. Вот. Это огромная проблема, и на сегодняшний день она очень туго решается из-за позиции российского политического руководства. Не хотят они забирать. Они боятся, наверное, что такое количество трупов, если сейчас погрузить их в гробы и пустить по России матушке, как они ее называют, то это может вызвать социальный взрыв. Поэтому командование... У них, кстати, с сентября месяца цифра не менялась. 5000, там 100 с чем-то, или 3000 с чем-то там потерь. 5000. Хотя уже даже нашу цифру начинают подтверждать западные аналитики и те, кто отслеживает ситуацию на линии фронта. Что мы действительно перешли вот этот 100-тысячный рубеж и продолжаем наносить огромные потери российской армии. Особенно сейчас, когда появились мобилизованные, когда появились вот эти ЗК, заключенные, которых вообще никто не жалеет, никто не считает. И гонят просто на убой. Надо атаковать, значит атакуем. Сколько надо будет атаковать, столько будем атаковать. Кончатся люди, привезем еще. Вот по такому принципу они сегодня поступают. Поэтому это огромнейшая проблема.
Как ее решать, пока сказать очень сложно. По мере возможности мы убираем. И тела и российских, и наших солдат. Ну, наших мы вообще стараемся забирать сразу же. Ну, а российских по возможности. У вчорашньому відео ви сказали, що на сьогодні немає зброї, яка б могла б обійти системи ПВО авіаносця. Розкажіть, будь ласка, про його системи ПВО і її рівні та озброєння. І друге питання, а літаки типу F-35 чи Б-2 можуть теоретично нанести авіаносцю вогневе ураження? Адже, як ви казали у своїх відео раніше, системи ПВО сьогодні не здатні зафіксувати цей літак. Чи малося на увазі, що у РФ немає таких засобів? Смотрите, дело в том, что авианосец никогда не ходит в море один. Никогда. В море выходит так называемая авианосная ударная группа во главе с авианосцем. Эта ударная группа может достигать до 50 плавсредств. Это сюда включаются надводные, подводные корабли, корабли боевого охранения, корабли огневой поддержки и корабли обеспечения. В составе авиационной ударной группы идет плавучий госпиталь, идет танкер с топливом, идет сухогруз с продовольствием и так далее. Они весь обоз тянут за собой. И авианосец как таковой один не строит систему противовоздушной обороны. Она состоит из общей системы всех кораблей, которые имеют средства ПВО. А это эсминцы, это крейсера, которые идут вместе с этим, и это сам авианосец. И она многоуровневая, глубоко эшелонированная, и начинается она с 600 километров. Кстати, существует такой негласный норматив, что если у тебя есть высокоточная ракета, которая способна преодолевать системы ПВО с дальностью более 600 километров, то ура, ты можешь попытаться пробить систему ПВО авианосца, которая состоит из вот этого комплекса систем, расположенных не только на авианосце, но и на других кораблях. А так она в себя включает все, поверьте, от зенитных пулеметов, от автоматических зенитных пушек, заканчивая современными средствами борьбы с авиацией. Это ракетами, естественно, даже ракетами. И в перспективе, насколько я понимаю, это может еще выразиться в установке лазерных пушек. Я рассказывал уже вам про лазерную программу. Так вот, крайний авианосец, который спущен был на воду в Соединенных Штатах Америки и стал строй военно-морских сил США, Джон Фиджеральд, имеет штатные места для установки лазерных пушек. То есть, когда его строили, а строить его начинали, по-моему, еще более 10 лет назад, то уже тогда были конструктивно заложены места для установки лазерных пушек. Правда, сейчас Соединенные Штаты свернули пока программу лазерного оружия. Но, тем не менее, их штатные места там есть. Их могут установить в любой момент, как только будут они приняты на вооружение. Так что вот такая вот система. Вторая мировая война подсказала американцам. Они поняли, что если вы хотите... И еще скажу такой момент. Если бы авианосец потерял, точнее, если бы нашлось средство, которое пробивает вот эту вот систему ПВО, создаваемую вокруг авианосца, то я думаю, что Соединенные Штаты бы перестали создавать дальше авианосцы. Они стоят очень больших денег, они требуют очень больших затрат в своей эксплуатации. И довольно такой, представьте, если только экипаж корабля может составлять больше 5000 человек. Больше 5000. Некоторые матросы, прослужив на авианосце, за всю свою службу ни разу могут не встретиться. Потому что служат в разных боевых частях. Вот такая вот у авианосца. Что касается F-35 и B-2, то думаю так, что в принципе F-35 может, но при этом надо, чтобы там сидел вражеский пилот
И у вражеской этой, или у той армии, которая захватила этот самолет, должны быть все коды доступа ко всем системам самолета. То есть он должен использовать все свои системы, включая даже активный стелс систему. Вот, тогда, может быть, у него есть шанс прорваться. Хотя, я сомневаюсь. Я думаю, что они испытывают на своих же самолетах, они испытывают систему противовоздушной обороны. В том числе, преодолеют они ее или не преодолеют. Просто очень цена вопроса, понимаете, очень, очень велика. Если ты теряешь авианосец, ты теряешь ударную группу с авиацией, с ракетами и совсем другим. А это очень, очень больно и очень невыгодно в военном плане. Это сильно ослабляет боевые потенциалы Соединенных Штатов. Они, кстати, сейчас даже второй флот решили восстанавливать на Тихом океане, который был расформирован после Второй мировой войны. Решили сейчас все равно восстановить его. Сказали, пусть будет. Пусть. Потому что там Северная Корея, Китай и так далее. Пусть будет. Так что вот такая вот примерно система защиты, глухая, я бы даже сказал, система защиты авианосца. Вот нам надо что-то построить в своей стране, по образу и подобию, так, чтобы она действительно была глухая, непробиваемая. А не так, как Россия. У нас самая сильная система ПВО в мире, и что-то долетает до аэродрома на глубину 700 километров вглубь территории России, и потом там взрывается. Ну что ж, я благодарю вас за ваше время. Большое вам спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно... извините, куда я спешу? Вторую часть нашего видео мы заканчиваем. Это ответы на вопросы. И у нас же еще остается третья часть нашего видео. Самое интересное. Это обратная связь, ваши комментарии, пожелания и приветствия. Итак, первым таким комментарием, наверное, будет следующее. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, когда же освободят левый берег Херсонщины? Там же просто кошмар, и жизни нету от слова совсем. Я сам с Нижних Серогоз. Там жить больше невозможно. Орки похищают людей, закрывают на подвалы, пытают, отжимают у людей личный транспорт, заставляют переоформлять весь бизнес, землю, аптеки и торговую сеть под Россию. Ежедневные проверки устраивают и допросы. Живут в пустых домах, где люди уехали. Заставляют получать русские паспорта, похищают атошников. И никто об этом ничего не говорит. Все молчат, как будто этого региона не существует. В Нижних Серогозах очень много этих тварей. Их там больше, чем местного населения. Гривну нигде не берут. Продукты ужасные, и их кушать невозможно. Их даже собаки не хотят есть. Почему наши бойцы не бьют по скоплению рашистов в Серогозах? Когда хоть кто-то вспомнит за Херсонщину? Там просто кошмар. Когда уже освободят нас? Вы же понимаете, чем дольше люди в оккупации, тем больше там коллаборантов. 10 месяцев люди сидят без денег и без работы. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этой ситуации, но поверьте, вооруженные силы Украины делают все, чтобы вас освободить. И как только появится такая возможность, никто не забыл про Херсон, никто не забыл про Нижние Серогозы и про то, как люди страдают на оккупированных территориях. Но все рано или поздно мы все равно придем туда и освободим эти территории. И вас в том числе. И вы вернетесь к своей нормальной жизни, в нормальной стране. Я пишу с Германии уже второй раз. Недавно встретил мужчину, он живет здесь более 20 лет, родом с Одессы мамы, говорит по-украински. Но что заставило еще раз написать, он говорит, что украинский понимал, но не говорил, а сейчас говорит на хорошем украинском. И говорит детям, запретил говорить на кацапском.
Если честно, то я опешил, но приятно. А я вам скажу почему. Дело в том, что особенно за границей українська мова – це идентификатор. Если вы говорите на русском, вас сразу же воспринимают как русского. А какое отношение к русским сегодня, вы прекрасно знаете. Если вы говорите украинскую мову, все разумеют, что вы из Украины. Сегодня Украину, украинскую мову знает весь мир. И различает весь мир. И я думаю, что мы все равно придем к тому, что нашим главным идентификатором внешним должен быть наш язык, наша речь. Пару дней назад я вспомнил о своей мысли в первые дни этого вторжения. Первой мыслью было огромное изумление. Они идиоты, они напали на украинцев, когда украинцы покорялись. Никто из вождей орков не знает истории, не знает изречения, что забывший прошлое потеряет будущее. Остается лишь развести руками. Привет из Израиля. Слава Украине, героям слава. Перемога буде за нами. Так, когда доложили, что русскому командованию что русскому командованию про опасность Рыжего леса, им ответили, что во время Отечественной войны там сидели в окопах деды. Мы тогда так над этим смеялись, над тем, что россияне не помнят, когда случилась авария на Чернобыльской атомной станции. Да, такой мем ходил, я не знаю, насколько это правда, но говорят, что когда командирам сказали, что там может быть радиация, они говорят, нет, там наши деды воевали, обороняли, рыли окопы, поэтому мы тоже будем обороняться. А то, что война закончилась в 1945-м, деды воевали чуть раньше, а Чернобыльская катастрофа случилась в 1986 году, об этом вроде бы как командиры не удосужились подумать, сложить или сравнить эти две цифры для того, чтобы понять. Ну и такое бывает. Правда, еще раз повторюсь, не знаю, насколько это правда. Когда вы перечисляли военные в кавычках победы СССР РФ, вы пропустили значительную победу в Сирии, куда они ездили тренироваться. Очевидно, что в бесчеловечных методах войны. Слава Украине. Да, Сирия, ну там не было такой уже детализации. Сирия, Приднестровье, Грузия, ну и теперь вот Украина. Так что Российская Федерация, на мой взгляд, очень уверенно подхватила вот это знамя поражения в любом вооруженном конфликте, в который она ввязывается. У Советского Союза перехватила. Вот тут такое замечание. Убедительно заявляю, что карабахские земли признаны всем миром территорией Азербайджана. Это не прихоть президента Алиева. Это законные территории, такие же как Крым, Донбасс и Луганская область в Украине. Просьба в последующих ваших выступлениях не высказывать сомнений по этому поводу. Азербайджанцы с вами на одной стороне. Не сомневайтесь. Слава Украине. Очень странно, что вы восприняли мои слова как сомнения. Я никогда в этом не сомневался. Я придерживаюсь тех же взглядов, как и азербайджанцы, как и основная часть цивилизованного мира, что Карабах это Азербайджан. Официальные каналы Турции сообщают о том, что в декабре месяце ежедневно вместо 55 тысяч баррелей нефти, что ежедневно всего 55 тысяч баррелей нефти покупала Турция у Российской Федерации. Это намного меньше, чем в ноябре. 330 тысяч баррелей было в один день. Это говорит о том, что отношения с Российской Федерацией начинают портиться. Выводы турецких средств массовой информации. Да, в 6 раз практически сократить поставки нефти только за один месяц. Да, я считаю, что это порча отношений между двумя странами. Ну хорошо, нам даже от этого еще лучше. На Валааме были собраны все инвалиды войны. Многие были без ног и рук. Они перекатывались. Было очень страшно это видеть.
Валаам — это там вот место, где создавали интернаты для вот этих инвалидов Второй мировой войны, чистки которых проводил Сталин, ну еще потом проводил впоследствии и последующие руководители ЦК Советского Союза. Про 9 мая у меня в начальной школе была картинка в родной речи на последней странице, кажется, за 1959 год. Мы всем классом подумали, что это первомайский парад, но учительница сказала, что это празднует День Победы. Может, в Москве и праздновали, но у нас нет. Инвалидов помню на улицах до 1955 года. Кто на костылях ходил, кто ездил на деревянных тележках, на подшипниковых колесах. Деревянными утюжками, в кавычках, отталкивались от мостовой. Некоторые собирали милостыню. Сестра, браток, помогите мне. Им кидали мелочь в шапку. Я однажды спросила маму, что дядя делает. Она меня так дернула за руку, не на что тут смотреть. А потом все инвалиды вдруг куда-то пропали. Вот оказывается куда. Не знала. И, кстати, о щах. Они, имеется в виду суп, щи. Это ж национальный. Борщ — это ж наша, украинская. А щи — это ж вот тощие щи, хоть что-то полощи. Это ж российское блюдо. Так вот, о щах. Они чаще были не пресные, а кислые, из квашеной капусты. 10 октября ее собирали и тут же солили в бочках на зиму. Хватало до новой крапивы, из которой потом варили щи весной. То есть зимой щи варили из кислой капусты, кислые щи. Кстати, они так и называются, кислые щи. А летом варили из крапивы. Вот такая вот еда. Да, я вам скажу, что действительно первые празднования, которые учредил Брежнев в 1965 году, первое празднование 20-летия Победы, и действительно оно несколько лет подряд празднование проходило только в Москве, потом оно перекинулось уже на крупные города, потом присоединились столицы республик, и уже потом постепенно это переросло во всеобщую вот эту, которая Россия, во всеобщее общегосударственное празднование, которое сегодня Российская Федерация превратила, как мы это называем, в победобесие. Вот такие вот поздравления, пожелания прозвучали в сегодняшнем видео. Вот теперь я действительно благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. На этом мы сегодняшний выпуск будем заканчивать. Я опять же приглашаю подписаться на мой канал тех, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельную благодарность хочу высказать спонсорам и тем, кто помогает каналу. Большое вам спасибо. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продовжуємо вірити Вооруженим силам України. Перемога за нами. Слава Україні!